Охуеть! Здорово! Сегодня пойдет речь о визуальной новелле под названием «Бесконечное лето». Казалось бы, снято уже много обзоров и пересказов. Несмотря на это, сегодня я хочу поделиться с вами своим опытом игры в эту визуальную новеллу. Усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Начало игры вы уже видели, поэтому перейдем сразу к сути. В этой игре, на первый взгляд, нет ничего необычного, что присуще последним играм жанра визуальная новелла. Более чем на 50% «Бесконечное лето» — это музыка. Там далеко не, не гениальный, так сказать, райтинг. Персонажи, которые женские, довольно-таки хорошо прописаны. Главный герой, довольно-таки уебан. Покажется, что в игре, кроме красивых девушек, ничего толком и нету. Но если дать игре шанс и поиграть часов эдак 5, то вы поймете, почему все ее так восхваляют. И плюсом вы здесь найдете прекраснейшие пейзажи и чуток загадочной мистики. Первой моей концовкой была Алиса. Да блять, ну не ты на... Первой моей концовкой была Алиса. Тяжело. До сих пор помню теплые воспоминания о том прекрасном вечере. Пройдя еще пару концовок, я начал осознавать, что не могу выйти из игры, как сильно того бы не хотел. Она буквально манила меня своим интересным и таким прекраснейшим миром. Так я благополучно наиграл свои первые 50 часов, пройдя на все 13 концовок. Естественно, с хентай-модом. Не, ну а как иначе? Шоу не начнется, пока занавес не подымут. Первая мысль, пришедшая мне в голову после прохождения этой игры, и это все. Порывшись в интернете, я оказался в еще более прекрасном мире, чем был до этого. Сразу скажу, мои самые любимые моды — это БККР и Одиночка, поскольку дали мне замечательный игровой опыт и не зря потраченное время. Есть также трэш-моды, которые переворачивают представление о игре на все 360 градусов. Один из таких модов — Хасантерская семидневка, в котором саундтрек главного меню просто бомба. Пройдусь вкратце по некоторым модам из этого списка. Мод Одиночка представляет из себя мод, ломающий всю атмосферу оригинальной игры и превращающий ее в сущий ад, в котором оказался наш главный герой. Ломание стереотипа обычной визуальной новеллы обеспечено. Булки, кефир и рок-н-ролл. Это мод для любителей Мику и всем, что с ней связано. Мод заставит вас окунуться в необычную историю, где есть место как и для веселья, так и для слез одновременно. Що ти їв на завтрак? Булочка з сосіскою, чай бутерброд и пряники до чаю. Ну а мы переходим к следующей теме данного ролика. Фандом в данной игре берет свое начало еще во времена создания первых маскотов на 4чане в 2006 году. Как по мне, одно из лучших времен для игровой индустрии, которая сейчас кишит всякими пазлами и хентай-играми. Ведь тогда вышли в свет Oblivion, Half-Life, Gothic, Garry's Mod и другие прекраснейшие игры. Сама игра очень долго была в разработке, из-за того, что энтузиазм разработчиков начал пропадать в первые же годы разработки, и весь остальной период команда переживала нелегкие времена. Но по итогу игру доделали, и она вышла в свет в 2013 году. Фандом нынешнего времени переживает период застоя, но в анонимных чатах люди продолжают делиться локальными мемами и своими переживаниями по поводу новых игр, риточки и модов. И мемы, кстати, тоже не менялись с 2013 года. Больше мне добавить нечего, поэтому перейдем, как по мне, к самому главному моменту данного ролика. Не надо, дядя! От неожиданности я немного привстал. Бля. Хочу сказать, что игра оставила во мне очень глубокий след. Я смог посмотреть на жизнь под новым взглядом и стать более уверенным в себе и в завтрашнем дне. Я начал видеть в плохой ситуации что-то хорошее. И наконец смог почувствовать себя счастливым!
Наиграл я в игру 200 часов. И не скажу, что это много, для того, чтобы изучить большую часть интересных модов. Но сейчас больше всего времени я уделяю созданию какого-либо рода контента и познаванию чего-то нового. Так что времени играть в подобное просто не остается. Но в итоге-то что? К чему мы пришли? Бесконечное лето — это игра, которая смогла подарить людям новый шанс, чтобы начать жизнь с чистого листа. И неважно, кто ты. Игра доступна на многих языках мира, что делает ее еще более открытой для новых игроков. До сих пор люди продолжают собираться в группы для того, чтобы создать новые и более качественные моды. И да, ребят, на улице летом, если кто не заметил. Всех призываю провести свои каникулы или отпуск с удовольствием. Не сидите дома. Вместо всяких визуальных новелл лучше выйти во двор и погуляйте с ребятами. Заведите новые знакомства, и пусть ваше лето станет бесконечным. А на этом все. Всем, кому понравился данный ролик, не забудьте написать в комментариях, как сильно повлияла на вас игра и что бы вы сделали, если оказались на месте пионера. Не прощаемся и до скорых встреч. Пока.